Каждый новый подписчик попадает на шапку канала, так что подписывайся и открывай подписки. Я решил посмотреть, насколько улучшится или ухудшится мой скилл в рисовании, которого нет, после 7 дней рисования подряд. А рисовать я буду плачущих аниме-девочек, потому что мне просто нравится эта эмоция. День первый. Поскольку идея этого видео пришла мне на второй день, я не записывал процесс рисования. В итоге у меня получился вот такой результат. Я рад, что в первый день можно как-то различить хотя бы лицо. День второй. В этот день я решил взять немного другой ракурс и случайно больше как-то сфокусировался на одежде, чем на лице. День третий. В этот день я решил вернуть ракурс сбоку, как в первом дне, только реверсировал. Тут я хотел отобразить эмоцию осознания того, что произошло что-то ужасное, то бишь шок, талику страха и все это вперемешку с печалью. Именно в этот день у меня получилось нарисовать мой любимый арт из этих 7 дней. День четвертый. Поскольку навыки не стояли на месте, в предыдущий день я успел освоить инструмент, который делает линии толще или тоньше. Поэтому что тогда, что сейчас я его применял. Конкретно в этом результате я больше доволен одеждой, нежели ртом, который у меня как-то не вышло нормально нарисовать. День пятый. Если в самом начале я старался рисовать только лица, не уходя особо ниже шеи, то тут почему-то начал в себя верить и пробовать рисовать тела. А это, как я сейчас уже понимаю, мне делать рановато. Поэтому вышел какой-то такой результат. На день шестой у меня было супер хорошее настроение, поэтому я решил взять референс чуть ли не в полный рост. Задумка была таковой. Девушка в печали лежит, и ее волосы распластались по полу. В отличие от референса, я решил нарисовать девушку не в платье, а в худи и юбочке с чулками. Мне такое просто больше нравится. В итоге, несмотря на трудности с рисованием рук, я решил даже немножечко разукрасить чулки, ибо они не особо выделялись. И даже решил нарисовать что-то по типу теней. Результат вышел, по моему мнению, довольно качественным, учитывая, что это был всего лишь 6-й день рисования. День 7. Я за сегодня устал, я не хочу рисовать вообще, то есть никак, ничего. Сейчас почти 10 часов, я устал, я понимаю, что рисование займет снова около часа, может быть даже 2. Ну, я себя, конечно, заставлю что-то нарисовать, но я не уверен, что получится что-то хорошее. Я был реально уставшим и просто хотел ничего не делать как амеба. Я даже думал взять и перенести рисование на завтра, а в видео сказать, что я рисовал 7 дней подряд. Но взяв себя в руки, я сел за рисование. Это был самый сложный день, хотя, казалось бы, референс не такой уж и сложный. Насколько я понял, в рисовании еще многое зависит от твоего настроя. Если ты ничего не хочешь делать, кроме как сидеть безамбициозной амебой, то ты ничего и не нарисуешь. Я решил, что должен нарисовать, и нарисовал вот это. Если честно, результат мне кажется даже немножечко хуже, чем скетч. Но рисунок есть рисунок. Вот все результаты за все дни. Напиши, какой тебе понравился больше всего, заодно и какую эмоцию или позу мне порисовать в следующие разы. Ахигао там, или лицо соблазнения, или вообще что-нибудь другое.